Жизнь после смерти. Рассказ очевидца. Мой предсмертный опыт. В 1970 году я был безнадежно втянут в трагедию и ужас войны. Моя жена Энн была на 2-м месяце беременности, когда я получил страшное уведомление о призыве. Я был мобилизован и отправлен вместе с более чем 40 тысячами солдат участвовать в этих маневрах. 1 октября мой взвод двигался на запад, когда мы попали под сильный снайперский обстрел. Я пытался отступить в безопасное место, когда услышал леденящий кровь крик. Я повернулся вовремя и увидел, как мой приятель Пит падает под градом пуль от вражеского огня. Мой инстинкт подсказывал мне, что нужно спасаться и продолжать бежать. Но мне достаточно было услышать его отчаянные крики, чтобы понять, что я не могу бросить человека. Месяц назад он из кожи вон лез, чтобы показать зеленому новобранцу, как надо действовать, и дал мне несколько часов крайне необходимого отдыха от наших общих военных травм и страданий, проявив интерес к моей жизни и моим надеждам воссоединиться с женой и новорожденным ребенком, когда кошмар войны, наконец, закончится. Я разделял его мечту о том, что когда-нибудь он найдет подходящую женщину и создаст собственную семью. Он мечтал стать учителем. Я повернулся и пошел обратно к тому месту, где он лежал, стонал и все время кричал, требуя врача. Я преодолел 50 футов между нами за считанные секунды, когда меня сбил пулеметный огонь. Боль пронзила мои ноги, и я упал вперед. В следующее мгновение я увидел сцену примерно в 16 футах над своим телом. Я увидел, что в мое тело попали несколько раз в правую ногу и 1 раз в левую. Я был убежден, что истеку кровью и почувствовал огромную печаль от того, что никогда не увижу свою жену и нашего еще не родившегося ребенка. К моей печали добавилось растущее смятение и любопытство. Так это и есть смерть, подумал я. Никакой боли, никакого страха. Как странно, я не чувствую ничего другого. Я все еще могу думать. Я смотрел на свое тело и думал, что будет дальше. Мой приятель Пит лежал рядом с моим телом. Я был потрясен, увидев, как из его головы вышел туман, который мгновенно превратился в точную копию его тела. Я заметил, что его дух или новое тело было целым и немного светилось. В его физическом теле внизу не хватало кисти и части предплечья из-за того, что в него попал снайпер. Пит выглядел ошеломленным, и я позвал его. Он немедленно прилетел ко мне, и мы обсудили, что будет происходить дальше. Мы заметили, что молодой медик обнаружил наши тела. Сначала он осмотрел Пита, а затем меня. Он начал работать над моим телом, и Пит сказал, что, по его мнению, это означает, что он мертв, но что у меня, вероятно, еще есть шанс. Он протянул руку, пожал мне ее и сказал: «Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты был хорошим другом и пытался спасти мою жизнь. Я не знаю почему, но у меня такое чувство, что я здесь не останусь. Я иду туда, где я уже бывал. Это похоже на дом. Я знаю, это звучит безумно, но я думаю, что тебе еще не время уходить. Я попробую попрощаться с мамой сейчас, а ты продолжай жить своей интересной жизнью. И если твой ребенок будет мальчиком, назови его в мою честь». «Хорошо», я сказал, понял, Пит. Я потянулся, чтобы похлопать его по спине, но он исчез во вспышке света. Я видел, как несколько солдат внизу помогли унести меня с места происшествия, в то время как медик продолжал работать надо мной. Меня переполняло желание быть рядом с моей молодой женой и моим нерожденным ребенком. Внезапно, я был впечатан обратно в свое тело, как будто упал с высоты 40 футов. Из-за полученных травм через месяц меня отправили домой. У меня не было возможности присутствовать на похоронах моего приятеля, но я навел справки о его семье и позвонил его маме. Его мать Тельма ответила мне, я выразил ей свои искренние соболезнования. Она рассказала, что ее сын приходил к ней в ночь, когда его убили. Она видела его во сне, где он оставался достаточно долго, чтобы сказать ей, что перешел на другую сторону. И просил не горевать о нем, так как он был счастлив и у него была работа. Он протянул руки, и в них появился свет. Рядом с ним появился красивый, сияющий ребенок. Это был мальчик 5-6 лет с русыми кудрями и ореховыми глазами. На носу и щеках у него были россыпи веснушек. «Кто это?» — спросила она. Он ответил: «Это маленький Пит. Он хочет узнать о своем папе, о том, какой будет его земная жизнь и чего он может ожидать. Я с маленьким Питом буду долгое время». Затем он поднял ребенка и обнял его. Изображение быстро исчезло.
Мама Пита хотела узнать все о своем сыне, где он находится, но не имела возможности. Образ очаровательного ребенка не выходил у нее из головы. Поскольку Пит был холостяком, был ли этот ребенок его незаконно рожденным? Кто его мать? Куда она может пойти, чтобы увидеть своего внука? Родился ли этот ребенок вообще? Что Пит имел в виду, говоря о том, что он будет учить этого ребенка его земной жизни? Маленький Пит, очевидно, был назван в честь своего отца. Ей даже показалось, что в нем есть семейное сходство. Как она могла узнать, куда она может обратиться за помощью? Все эти вопросы, казалось, преследовали ее каждое мгновение бодрствования. И еще больше усилились после того, как ей сообщили, что ее сын Пит действительно погиб в бою в тот же день, что и во сне. Ей было невыносимо больно от смерти единственного сына, но она чувствовала, что он дал ей доказательство того, что с ним все в порядке и он жив на другом плане. Ребенок, которого он называл маленький Пит, все еще оставался загадкой, которую, как она знала, ей предстояло разгадать. Я рассказал ей о беременности моей жены и обещании, которое я дал Питу, назвать сына в его честь. Я предположил, что это мог быть тот ребенок, которого она видела во сне. Я пообещал оставаться на связи и прислать фотографии ребенка, когда он родится через 4-5 недель. Мой сын Питер родился 1971 года. Он был светлым, с удивительными ореховыми глазами. На его второй день рождения я отправил фотографии маме Пита, и она позвонила, чтобы сказать спасибо. Фотографии напоминали ей маленького мальчика из ее сна, особенно копна кудряшек. На 6-й день рождения Пита она прилетела познакомиться с нашей семьей и разрыдалась, увидев его. Сомнений не было. Это был тот самый мальчик, с которым она видела своего сына Пита в ту ужасную ночь, когда он умер. Мы сразу же приняли ее как бабушку Тельму. В течение многих лет мы поддерживали связь по телефону и в письмах. Она дорожила каждой деталью и фотографией Питера. Недавно она скончалась, но за неделю до этого Питер, его жена Карен и двое их сыновей навестили ее в больнице. Она знала, что скоро присоединится к Питу и его отцу, погибшему во время Второй мировой войны. Она с нетерпением ждала воссоединения и поблагодарила маленького Пита, сейчас ему 28 лет, за то, что он стал внуком, о котором она мечтала с тех пор, как впервые увидела его. Питер сказал ей, что всегда подозревал, что Пит присматривает за ним, особенно в трудные периоды жизни. Этот опыт был ярким и реальным и дал мне надежду, что когда мы умираем, мы действительно продолжаем жить и можем увидеть всех своих ушедших родственников. Я также чувствую, что дети – это подарки от Бога, которые могут пройти обучение у ангелов, прежде чем выбрать свою семью на земном плане. Несмотря на то, что это противоречит учению моей церкви, я изучаю идею учения о повторном воплощении души после смерти тела. Я не знаю всех ответов, но я смотрю на жизнь действительно в новом свете. У меня появилось представление о том, что такое большая картина. Если бы другие люди могли сделать то же самое, я знаю, что никогда не было бы новой войны. Любви и мира всем.